Здравствуйте. Знаете, есть одно очень популярное заблуждение среди садоводов. Ведь как бывает, из года в год мы щедро сыплем сухую золу под наши тепличные перцы, ждем мгновенного результата, ждем богатого урожая, а реальность часто разочаровывает. Зола может лежать в земле неделями, а растения при этом продолжают отчаянно голодать. В нашем сегодняшнем подробном разборе мы разрушим этот устоявшийся миф. Давайте погрузимся в тему и узнаем, как приготовить тот самый секретный эликсир для тепличного перца, который действительно работает, причем работает сразу. Тонкостей тут немало, но все они опираются на очень простую рабочую практику. Ну вот представьте, сухая зола просто рассыпана по тепличной почве. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему же она не действует сразу? Ведь древесная зола — это буквально сокровищница, в ней уйма важнейших элементов, особенно калия и кальция, без которых перцем просто не обойтись. Но проблема-то в том, что в своем сухом первоначальном виде эти вещества для корней попросту недоступны, растения физически не способны их усвоить. Эта зола лежит на поверхности грунта, как надежно запертый сейф с витаминами. Сейф есть, а ключа от него у растения пока нет. И вот тут мы видим колоссальную разницу в подходах. Ждать, пока усвоится сухая зола, процесс невероятно долгий. На это уходят недели, иногда даже месяцы. Почему? Да потому что кальций в ней находится в форме карбоната. Это соединение, которое в обычной воде практически не растворяется. А вот раствор золы с самым обычным столовым уксусом — это совершенно другая история. Это быстрое, я бы сказала, моментальное решение проблемы. Тут работает элементарная химия. Уксус выступает в роли того самого ключа от сейфа. Он превращает нерастворимый карбонат в легко доступную для корней форму. Питание высвобождается мгновенно, и подкормка начинает работать в ту же секунду, как вы ее внесли. Итак, часть первая нашего разбора — скрытые потребности тепличного перца. Идем дальше. Нужно понимать, что перец в закрытом грунте — культура крайне требовательная. И здесь критически важно вовремя заметить сигналы бедствия. Посмотрите на эти симптомы дефицита кальция. Самый яркий и пугающий из них — это вершинная гниль. Те самые темные, сухие пятна на кончиках плодов. Знакомая картина, правда? При этом ситуация часто выглядит парадоксально. Сам куст может стоять шикарный, листья зеленые, сильные, а плоды гниют прямо на ветках. Это прямой сигнал от растения. Кальций в почве, возможно, и есть, особенно если вы до этого сыпали сухую золу, но взять его корни совершенно не могут, и плоды начинают разрушаться. Именно поэтому нам так важно знать, когда именно нужно давать эту быструю подкормку. Есть 3 критических этапа, когда промедление может стоить урожая. Первый — это период активного цветения. Именно сейчас закладывается фундамент. Второй этап — время налива плодов, когда аппетиты растения на калий и кальций возрастают просто в разы. И третий, экстренный случай — это как раз появление самых первых признаков вершинной гнили. Вот в эти моменты быстродействующее питание становится нашей главной палочкой-вручалочкой в теплице. Переходим ко второй части. Приготовление того самого быстродействующего эликсира. Давайте разберем по шагам. Сам процесс предельно прост, никакое сложное оборудование нам не понадобится, но важна строгая точность. Итак, берем 1 стакан чистой древесной золы, обязательно просеянной. Внимательно следите, чтобы там не было гвоздей, остатков лака или какого-то строительного мусора. Высыпаем золу в ведерко или ковш. А теперь добавляем ровно 1 стакан обычного 9% столового уксуса. И вот тут-то начинается та самая магия. Пойдет очень бурная реакция с шипением и пузырями. Выделяется углекислый газ, и это абсолютно нормально. Именно этот звук говорит о том, что питание переходит в доступную форму. Обязательно дождитесь, пока шипение полностью прекратится, и только после этого полученный концентрат мы разводим в 10 литрах чистой воды. Понимаете? Мы за пару минут сделали то, на что в почве ушли бы долгие недели. А что делать, если под рукой, скажем, нет обычного 9% уксуса, а есть только яблочный 6%? Не проблема. Есть простое практическое правило. В этом случае уксуса нужно налить чуть-чуть больше. И главный ориентир тут не строгие миллилитры в мерном стакане, а сама химическая реакция. Просто подливайте уксус до тех пор, пока зола не перестанет шипеть. Как только реакция полностью успокоилась, все, концентрат готов к разведению. Часть 3 нашего материала. Строгие правила безопасного полива. Правильно развести эликсир — это полдела. Самое важное — золотое правило любого опытного садовода — это правило влажной почвы. Запомните раз и навсегда, вносить этот активный раствор можно только по предварительно политому грунту. Сначала щедро проливаем перцы обычной чистой водой и только потом кормим. Зачем? У перцев очень нежная чувствительная корневая система. Влажная земля создает защитный буфер, который 100% убережет тонкие корешки от химического ожога. Теперь, что касается дозировок.
Тут нужна аптечная точность. На один взрослый, хорошо сформированный куст перца нам потребуется ровно пол-литра готового раствора, не больше. Если же кустики у вас еще молоды, только-только набирают силу, смело снижайте дозу до 200-300 мл на растение. Превышать эту норму я категорически не советую. Отсюда вытекают и дополнительные правила внесения. Поливаем строго под корень. Очень важно избегать попадания раствора на листья, особенно если на улице жара и светит солнце, иначе ожоги зеленой массы гарантированы. Как часто можно так кормить? Одного раза в 10-14 дней будет более чем достаточно. Помните, чаще совершенно не значит лучше. Перекорм вызовет у растений сильнейший стресс, и эффект будет прямо противоположным тому, чего мы добиваемся. Идем дальше. 4-я часть нашего разбора – частые ошибки и совместимость эликсира. Знаете, в садоводстве живет один очень опасный миф. Мол, чем богаче коктейль мы намешаем, тем лучше растению. Это в корне неверно. Самый частый вопрос – с чем этот зольный раствор смешивать категорически нельзя? Ответ простой – ни с чем. Запрещено добавлять туда зеленые травяные настои, дрожжевые болтушки и любую другую органику. Вы просто сломаете весь химический баланс, и пользы не будет никакой. Хотите дать другую подкормку? Сделайте паузу. Строгий интервал между разными видами питания должен составлять от 5 до 7 дней. Дайте перцу время все спокойно переварить. А вот вам и интересное наблюдение из реальной тепличной жизни. Небольшой бонус. Когда вы поливаете этим раствором, в теплице неизбежно остается легкий запах уксуса. Так вот, у этого запаха есть прекрасный побочный эффект. Он здорово отпугивает муравьев и тлю. Понятно, что это не заменит основную обработку от вредителей, но как временный дополнительный барьер работает просто замечательно. Обязательно учитывайте, какая у вас в теплице почва. Если земля тяжелая, глинистая, как камень, то эффективность даже такого быстрого эликсира резко падает. Чтобы выжать из подкормки максимум, землю нужно регулярно рыхлить. Не заливайте растения так, чтобы стояло болото. Корням перца жизненно необходим кислород. Только в рыхлом, дышащем грунте наше зольное питание усвоится на все 100%. Подводя итог нашему сегодняшнему разбору, хочу подчеркнуть одну очень важную мысль. Этот уксусно-зольный эликсир – инструмент мощный и эффективный, но это всего лишь один элемент огромного пазла. Чтобы перцы не просто выживали, а каждый сезон заваливали вас урожаем, нужна комплексная система ухода. Согласитесь, всегда есть чему поучиться. Напишите в комментариях, вы до сих пор сыплете золу в сухом виде или уже перешли на такие быстрые растворы. И как вы думаете, какие еще методы ухода стоит пересмотреть в вашей теплице уже сегодня? Успешных вам урожаев!